Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Наталья чаще всего плетет и декорирует, а я чаще шью. У нас осталось большое количество довольно приличных обрезков от предыдущих работ. Из этих обрезков мы нарежем полоски шириной 5-6 сантиметров. У нас в копилке есть один замечательный способ подружить эти ткани между собой. Благодаря ему мы сделаем из этих полосок лоскутный блок. Для начала работы нам понадобится основа. В качестве основы будем использовать обычный клеевой флизелин. Вырезаем из флизелина квадрат 20 на 20 сантиметров. Потом берем линейку и расчерчиваем квадрат по диагонали. Ручкой пиши, стирай. Чернила ручки исчезнут после того, как мы проутюжим заготовку. Эта разметка будет служить нам ориентиром, когда мы будем раскладывать полоски на основе. Расчертили флизелиновый квадрат. Теперь начинаем подбирать лоскутки по цвету и размеру. Маленький лоскуток кладем на самый край, на уголок основы, а сверху на него лицевой стороной вниз прикладываем другой лоскуток, подлиннее. Потом прокладываем строчку по краю лоскутков. Главное, когда подбираешь полоски, следить за тем, чтобы длины и ширины полоски хватало закрыть основу после того, как ее отогнете и проутюжите. Прошили один ряд полосок. Теперь проутюжим лоскутки на мини-гладильной доске. Полоски приклеятся к флизелиновой основе и будут на ней хорошо держаться. Тонкие ткани теперь не будут смещаться и пузыриться, а клеевой флизелин дополнительно укрепит их. Полоски хорошо зафиксированы на основе. Переворачиваем заготовку и обрезаем все лишние кромки. Обрезали лишние края, берем следующий лоскуток подлиннее. Примеряем и прикладываем лицевой стороной к заготовке, а потом прошиваем по краю. После того, как прошили следующую полоску, обязательно проутюживаем, а потом сразу обрезаем полоску по размеру основы. Обрезали, примеряем следующий лоскуток. Мы стараемся чередовать светлые и темные лоскутки. Прикладываем полоску параллельно разметке и снова пришиваем ее к основе. Так мы заполняем всю основу полосками до самого конца. Заполнили всю основу лоскутками, проутюжили ее и обрезали все края. Теперь, чтобы подружить расцветки тканей между собой, мы возьмем косую бейку. Обычно я делаю бейку сам, но в этот раз подходящей ткани черного цвета не нашлось. Покупная косая бейка у нас шириной 2 см. Отмеряем от края заготовки 6 см, плюс еще 2 см. Между двумя этими отметками будет проходить косая бейка. Делаем разметку с двух сторон заготовки. Пришиваем бейку согласно разметке. Прокладываем строчку на расстоянии 1-2 мм от края. Желательно, чтобы строчка не выделялась на бейке. Пришили одну полоску из бейки. Делаем точно такую же разметку под вторую полоску, то есть 6 см от края. После пришиваем вторую полоску прямой строчкой, также по краю. Вот такая очень интересная красочная заготовка получилась. Таких заготовок для лоскутного блока нам нужно 4 штуки. Из них уже можно сложить симпатичный узор, из которого потом можно сделать, например, лицевую сторону декоративной подушки. А из нескольких таких блоков получится замечательное лоскутное одеяло. Для того, чтобы собрать заготовку в блоке, вначале проклеим заготовку с изнаночной стороны полосками клеевого флизелина. Так с заготовками будет удобнее работать. Соединили заготовки по горизонтали
и вертикали с помощью утюга. Теперь места стыков между заготовками закроем точно такой же черной бейкой. Получится полосатый блок, напоминающий витражи. Строчку прокладываем на расстоянии 1-2 мм от края. Сначала с одной стороны бейки, потом с другой. Таким образом закрываем все стыки между заготовками. Теперь получается, что у нас все надежно прошито и проклеено. Вот такой лоскутный блок получился. Собрал блок и уже потом обнаружил, что все лоскутки в одном направлении. Как говорится, в елочку. По-моему, он так и просится на декоративную подушку. Так тому и быть. Сделаю из него подушечку. Мне очень понравилось работать в этой технике. Если вам тоже нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите комментарии. Мы их всегда читаем. Всего вам доброго. До свидания.